Проливной летний дождь застал нас аккурат в момент производимых съемок великолепной усадьбы, ради которой мы приезжаем в город Бобровицу уже во второй раз. Спрятавшись от бушующей стихии на террасе особняка под козырьком, мы с восторгом осматривали кованые элементы над приступком, изображающие витиеватые лозы, цветы и листья. Крышу над нами удерживает 8 стоек, установленных на решетчатые металлические тумбы, между которыми проложено ограждение террасы. Кладка под козырьком позволяет увидеть клеймо на кирпиче, буквы П, К и цифру 3. Первые две буквы походят от имени владельца усадьбы – Петра Катериныча. А что значит цифра 3, теряюсь в догадках. Буду рада вашим идеям, изложенным в комментариях. В 1895 году, согласно проекту русского архитектора Семена Николаевича Лазарева-Станищева, была возведена двухэтажная кирпичная усадьба для семьи зажиточного помещика Петра Петровича Катериныча в его родном городе Бобровица, в прошлом Козелецкого уезда Черниговской губернии, а ныне Нежинского района Черниговской области. Важно отметить, что отец Катериныча, Петр Андреевич, был одним из способствующих освобождению Тараса Григорьевича Шевченко из крепостничества. Позднее, в 1846 году, Шевченко напишет 8 портретов представителей семейства Катеринычей на протяжении своего пребывания в их имении в селе Марковцы, расположенному недалеко от Бобровицы. Усадьба выстроена с использованием элементов псевдоготики, встречаемых ранее в стиле оформления осматриваемого дворца Румянцева-Задунайского из села Вишенки. Ссылку на видео прикреплю в описании. Здесь мы можем видеть классические островерхие башенки, декоративную рельефную кладку, выполненную на стенах. Обширная территория бывшего приусадебного парка
частично застроена частными домовладениями и учреждениями коммунального назначения. Интересным наблюдением мне показалось, что часть здания, пристроенная к усадьбе в качестве кинозала уже при Советском Союзе, сделана в общей стилистике. В ней соблюдены декоративные архитектурные элементы, правда, без излишеств в виде готических башен. Петр Петрович Катериныч скончался в 1916 году, а его многочисленных потомков, 9 детей, обстоятельства разбросали по территории Советского Союза. Усадьба была национализирована, и в ее стенах организован клуб Бобровицкого сахарного завода, тоже бывшего детища Петра Катериныча. К слову, сахарный завод прекратил свое существование в начале 2000-х годов. На старых фотографиях усадьба обладает шикарной лестницей, не сохранившейся до нынешних времен, а еще интересного вида угловой башней с черепичным покрытием верха, также канувшей в лету. Усадьба в принципе пережила значительное количество перестроек, превративших ее в остатки былого величия. Обломки кирпичей с клеймом Катериныча валяются под ногами прохожих у близлежащего магазина. Стекла в окнах усадьбы местами выбиты и выборочно заложены кирпичом. В стенах виднеются значительные трещины. Это произошло в результате длительной эксплуатации здания без должного ухода, ведь помещения усадьбы долгое время использовались под спортивную школу, начальные классы и библиотеку. Лишь совсем недавно бобровицкие активисты добились от государства признания усадьбы Катеринычей объектом архитектурного наследия и соответствующего охранного статуса, но денег на капитальный ремонт строения не хватает. Смотритель усадьбы Светлана Анатольевна любезно провела нам экскурсию в помещениях, показав уникальный, превосходно сохранившийся камин. Здесь же, в центральной комнате, есть оригинальные жалюзи, выполненные по индивидуальному заказу Петра Катериныча, а также самобытные дверные завесы с клеймом. В помещениях сбереглась красивая изысканная лепнина. Нынче в усадьбе Катеринычей устраиваются культурные мероприятия, выставки и проводятся экскурсии для туристов. Ведь это великолепное архитектурное строение привлекает большое количество внимания своим непревзойденным зодческим стилем, а также историей ее владельца.